Тема сегодняшнего видео заключается в том, что независимо от времени года, бывают такие случаи, что аккумулятор у нас разряжается. Допустим, вы там не ездите и так далее. Аккумулятор у вас может разряжаться из-за того, что потребитель какой-то включен. Например, вот самый распространенный — это магнитофон. То есть там есть два плюса, то есть один постоянный плюс, который хранит там в себе память, ваши индивидуальные настройки, а другой именно запускает магнитофон. Эти плюсы, так сказать, совмещают вместе, и поэтому получается магнитофон все время тянет на себя электричество, то есть разряжает аккумулятор, ну и тому подобные другие потребители. Вот. И возникает вопрос, то есть, когда вот мы заводим машину, стартеру не хватает мощности, чтобы прокрутить коленчатый вал через маховик, чтобы запустить двигатель. И что в этом случае делать? Нужно подзаряжать. Ну, поскольку этим способом многие кто пренебрегает, вообще нужно техническое обслуживание аккумулятора производить. Когда я вот искал ответ на этот вопрос, рекомендую где-то раз в месяц. Ты как думаешь? Да. Вот, ориентировочно раз в месяц. Все ссылаются на то, что они ездят на автомобиле часто, если не часто, то на большие расстояния. То есть, грубо говоря, возьмем свыше 100 километров пробега в день совершает. То есть, таким образом они ссылаются на то, что аккумулятор у них сам от генератора заряжается. Но что же делать тем людям, которые совершают малое количество пробег в день, на малые расстояния и так далее? Им нужно логично подзаряжать. Но повторюсь, эти люди даже этим пренебрегают, то есть подзарядка аккумулятора от зарядника, о чем я, собственно, рассказывал в своем предыдущем видео. Ссылка будет все в описании. А сегодня мы разберем, скажем так, экстренная аварийная подзарядка нашего аккумулятора в качестве указки нашего аккумулятора от другого аккумулятора. Значит, первым, что нужно делать, на автомобиль реципиент и донор, они должны быть выключены. Замок, ключи зажигания должны быть вынуты. Далее что делаем? Подсоединяемся к донору. Можешь снять этот аккумулятор получше, чтобы было видно? Как видим, клемма минус и клемма плюс специально изолированы, чтобы, так сказать, защита от дурака. Что делаем? Первый плюс так и кидаем на плюс. Зафиксируем. Так, потом на реципиенте делаем то же самое, плюс подсоединяем, убеждаемся в надежности соединения. Затем, самое не менее важное, на доноре мы также подсоединяем крокодил к клемме минус, а на реципиенте или на той машине, которую будем подзаряжать, уже ищем масло. Но нужно обращать внимание на то, что не надо подсоединять напрямую или, так сказать, на сам кузов, там где лакокрасочное покрытие, или же просто сокращенное ЛКП. Также кто-то кидает на двигатель, но я с этими соглашусь из соображений того, что там проходит ГСМ, то есть там, где поддон картер, грубо говоря, там масло, топливная рампа, искра топлива. Здесь вот почему мы подсоединяем, потому что блок, то есть монтажный блок, то есть там, где проходит электрический ток, там, где вот генератор тоже. Вот. Можно поставить вот на кронштейн, который держит двигатель, но так как в моем случае он грязный, я бы тоже из соображений техники безопасности или противопожарной безопасности тоже бы не подключал. Вот. Что же делать? Вот в моем случае можно подсоединить
вот сюда. Это держатель вот капота там через шпильку. Или вот у меня от предыдущего владельца вот стоял ГБО, то есть ГБО у меня нету, но вот на то, что оно крепилось, у меня есть. Попробуем на это или вот на это подсоединить. Так, расстояния не хватает? Да. Ну тогда значит вот сюда. Сейчас еще. Очень хорошо. Убеждаемся в надежности соединения. Вот. Вот. Конечно, расстояние маленько не позволяет, но в качестве примера. Это в качестве примера. Потом, что делаем? Донор. Это моделируем запуск. То есть мы якобы завели донор и даем поработать реципиенту, то есть донору в течение там, ну, не менее 50 минут. В подобных случаях обычно говорят, нужно держать на тахометре где-то 1500-2500 оборотов. Зачем? Для того, чтобы данный процесс происходил быстрее. Но я придерживаюсь той позиции, как и с зарядкой аккумулятора от зарядника, повторюсь, которое у меня уже было видео на эту тему, ссылка в описании, оставить так, как есть. Вот. Но даже если это делать, то я считаю, нужно придерживаться следующих правил, обращать на следующие действия внимание. Поскольку я вот учусь на инженера, до этого в технику, на автомеханику учился, я задаюсь вот таким вопросом. У меня возник такой вопрос. Даже если это и делать, не вызовет ли это перегрузку систем? То есть электроника у меня не сгорит, или донор тоже не сгорит, потому что подобные действия ведут к износу, вывод из строя не только двигателя, но и электрооборудования, не только реципиента, но и донора. У меня возник такой вопрос. Значит, что нужно делать? Вот, представьте, вот поближе. Вот, представьте то, что вот аккумуляторы это баки с водой. Провода, то есть крокодилы, это трубы. Вот, покажи, пожалуйста, маркировку. Нас в данном случае что интересует? Вот, меня в данном случае что интересует? 6ST62L это характеристики аккумулятора, но меня интересует именно вот 12 вольт 62 ампер часов. То есть у него ампераж данного аккумулятора составляет 62 ампер, то есть у него емкость рассчитана на 62 ампера. Потом, значит, под 580А, то есть это сила тока, которая уходит на прокрутку стартера. И смотрим тут. В моем аккумуляторе у меня 63 ампер часов и 650 сила тока на запуск моего стартера. О чем это говорит? То есть, что я хочу этим сказать? То, что у меня получается емкость побольше, в отличие от данного аккумулятора. Поэтому еще нужно знать провода. Подойдите поближе. Значит, провода рассчитаны, ее характеристики: длина 3 метра, это нас интересует. Сила тока, то есть то есть сколько через себя ампера они могут пропустить. То есть, или фигурально выражаясь, сколько воды они через себя могут пропустить. То есть, это, грубо говоря, как диаметр трубы. Тут, получается, будет меньше тока проходить, то есть будет с запасом. Ток будет проходить не под давлением, а спокойно будет проходить. Можно даже вот как раз в данном случае и, как сказать, погазовать, чтобы данный технологический процесс шел быстрее. Вот. Потом что? По окончании зарядки, то есть там 5-10 минут это как минимум. Допустим, вот сейчас как осенью это может хватит и 5 минут, по зиме лучше 10 минут, то есть чем дольше, тем лучше. Потом демонтаж. Демонтаж производим в обратной последовательности. То есть сперва минус, потом плюс. Так.
То есть смысл заключается в этом. Так, сейчас это уберем. Вот. И, как сказать, второй момент. В основе этого у меня возник вопрос уже к товарищам студентам, которые осуществляют данную услугу. То есть прикуритель, дать прикурить там, грубо говоря, цена вопроса, пускай 150 рублей. Вот. И я хотел предложить развить эту мысль, допустим, докупить или где-то приобрести еще теплопушку там на топливе работающее или на отработающее масло, там это уже вторичный вопрос. Типа запускать автомобиль, допустим, вот в городе, вот кто живет, допустим, у себя в районе, я не сомневаюсь, что вот вы, когда идете на учебу, то есть едете на учебу, вы видите такую картину, то, что ваши соседи по, получается, автопарку мучаются, запуская машину. Вот. И, допустим, там еще снег, еще очистить. Я хотел бы вот развить эту мысль и предложить то, что поставить это на ход, там, грубо говоря, вот сумма данной услуги где-то 500 рублей. Вот, как раз вы, получается, уже как начинаете в чем-то разбираться, начинаете быть каким-то специалистом, грубо говоря, а потом и как начинать какую-то осуществлять работу для себя, развиваться. Вот. Ну а так вот я говорю, что сейчас такое 500 рублей? Вот, например, вот, мороженое стоит 60 рублей. Вот цена на проезд 25 рублей. Ты вот как думаешь, оператор? Стоит. Ну, она того стоит. Или, допустим, я не знаю, ну, если у кого-то есть девушка, да, сводить девушку куда-нибудь, да, денег все время нет. А так, грубо говоря, вот у вас во дворе, я не сомневаюсь, там найдется 2-3 машины, то есть это уже где-то около 1000, чуть больше 1000 получается, да? Угу. Вот. А если 10, то получается вообще 5000, как бы. Вот смысл заключается в этом. По сути, это все, что я хотел сказать. Давайте обратную связь, комментариев, лайков, подписки на канал и репостов. Но если кому было полезна данная информация, то, пожалуйста, тоже поддержите развитие канала монеты или финансовым инструментом, чтобы перейти к чему-то более важному, более интересному. Это все. Спасибо.